Много чего уже помыл. Прижимы, скребки направляющих. Но тут, конечно, еще надо повымачивать. И остался только задний прижим суппорта. Такая вот вкуснятина. Кстати, обратите внимание, что передних прижимов здесь 3. Третий прижим является фиксатором суппорта от смещения, штатным и заводским. Именно то, что часто делают самодельщики на ТВшках, а здесь он есть сразу. Несмотря на то, что суппорт уже покрашен с внешней стороны, помыть я его просто забыл. Поэтому именно этим я сейчас и буду заниматься перед установкой на место. Я не скажу, что здесь прям очень грязно. В основном мойки требуют маслоканала. Они со временем в любом случае забиваются. Ну вот, немного подчистил, подшабрил. Ну, подшабрил чисто от окислов, не применяя какую-либо силу. Ну и чуть-чуть наждачкой поверху. Так как это соединение давно не использовалось, уже у меня практически год в разобранном состоянии, поэтому это не помешает. Для того, чтобы при сборке не приходилось подгонять каждую деталь и быть уверенным, что каждая деталь вернется на свое место, максимум деталей я старался подписывать в момент, когда разбирал станок. Этот фиксирующий суппорт прижим крепится, кроме винта, еще и на 2 штифтах. Поначалу они пошли немного туго, но потом они ходят свободно и играют роль направляющих. Ну, в общем-то, как и полагается, не без косяков. Нужно будет подгонять эти прижимы, чтобы они не давали такого люфта. Но делать я это буду попозже. Не хочу возить суппортом, пока станина хорошо не пропитана маслом. А пропитывать ее маслом пока рановато. Нет, ну сами детали-то я, конечно же, прокапывал маслом перед сборкой. Совсем насухо собирать нельзя. Вот в этих отверстиях раньше крепились направляющие, можно сказать, рельсы. Насколько я понимаю, служили они для того, чтобы можно было удобно закреплять в них индикатор и упирать в поперечку, чтобы более точно ориентироваться по индикатору. Судя по всему, у меня эти направляющие сюда уже не установятся. Но отверстия я решил заглушить вот такими установочными винтиками. Когда-то заказал целую пачку в Китае. Ну вот так, по крайней мере, у меня уже не возникает чувства,
что здесь что-то забыли закрепить. Благодаря выполненным не по ГОСТу маслоканавкам на еже хорошо виден износ. Что на продольных направляющих, что на поперечке. Вот здесь самый явный признак износа. Но визуально это заметно сильнее, чем вот на ощупь. Если здесь даже есть износ, ну явно не больше десятки, а мне кажется несколько соток. Поэтому на данный момент мне его даже нечем измерить. У меня нет линейки. Так же как нет линейки для ласточкиного хвоста. И это служит одной из причин того, что я решил пока ничего не шабрить, а оставить так, как было приработано. Ну, кроме видимых визуально забоин и так далее и тому подобное. Это, конечно, я сразу подправляю. Вторая причина. То, что на станке желательно сначала поработать, чтобы понять, в каком направлении двигаться, в каком он состоянии. А в моем случае работы, как вы понимаете, еще не было. Ну и третья причина в том, что у меня здесь небольшая мастерская с распределением зон, а обычный заваленный хламом гараж. В данный момент у меня в основном идут малярные работы. А шабрение и подгонка плоскостей, конечно же, любят чистоту. Ну вот, например, сам станок в данный момент укрыт всяческими тряпками, чтобы пыль с краской не прилипала на него. На этом уже довольно интересная гайка поперечки. Ну, я не вникал, честно скажу, в 1И611 конструкцию, поэтому говорю, что именно на этом уже. Может быть, там аналогично. Хотя лючка, который здесь есть, я там не наблюдал. Так вот, гайка имеет вот такую форму. И две гайки, которые, получается, распирают относительно основного корпуса, выдвигают ее дальше и таким образом компенсируют зазор. Эти гайки хорошо подтягивать вот таким ключом. Видите, он у меня даже есть, нашелся. Но каким образом подтягивать этим ключом эти гайки через вот тот лючок, это, конечно, вопрос. Я думаю, что конструкторы примерно сразу ориентировались на то, что кто-то будет вот так вот молоточком или зубилом с той стороны все это набивать. Также интересна конструкция тем, что она, ну, латунная или бронзовая. Корпус тоже латунный или бронзовый. Есть шпон-паз. Ну и этот шпон-паз попадает еще и в шпонку, которая вот там расположена. И судя по ее цвету, она тоже латунная или бронзовая. Также здесь можно увидеть те самые выполненные не по ГОСТу маслоканавки, которые имеют углы в 90 градусов. Насколько помню, когда я смотрел ГОСТ, есть специальный ГОСТ, и по ГОСТу маслоканавки должны располагаться зигзагом, чтобы как раз не получать вот те полоски выработки на обратной стороне. Ну а лючок с обратной стороны выглядит вот так. На этой модели станка Т-пазов в поперечке нет, поэтому и сама поперечка выглядит по-другому. Но обратите внимание, что нет их только на верхней части, а вот с боков они есть. По крайней мере, есть с одной стороны стой Т-паз, а с этой стороны специальная призматическая канавка для прижатия обратного резцедержателя. Обратный резцедержатель для него существует. Он ложится вот на эту плоскость и прижимается с торцов поперечки. Ну или с боковых граней вот этих. По-хорошему бы, конечно, отдать ее на шлифовку. Но вот эти вот забоины глубиной почти с миллиметр. Я не знаю, что сюда уронили. Ну или что-то выпрямляли. Поэтому шлифовка все равно не выведет.
А значительно ослаблять поперечку, ну, понятное дело, не стоит. Довольно неожиданно было увидеть внутри поперечки вот такие каверны, следы непроливки. Но, видимо, на еже тоже все не идеально. И в таких следах половина этого паза, ну или где-то треть. В принципе, они здесь ни на что не влияют. Обратите внимание, что следов от патрона на этой поперечке минимум, но при этом вся поперечка истукана молотком. Ну, видимо, за этим станком работали вандалы немного другого вида, нежели обычно. Успешно забыл покрасить вот этот кронштейн. Почему-то я думал, что он должен быть не крашеным, а он красится. Но у меня была запланирована сборка этого механизма, поэтому придется собрать так. Ободрал полностью. Ну, может быть, потом буду шабрить поперечку, по крайней мере поправлять. И будет возможность снять этот кронштейн и покрасить. Но в данный момент, если я этим займусь, остановится вся работа. Также немного подшлифовал клин. Он был весь ржавый, видимо, от попадания СОЖ. Просто на вот таком фрезерованном бруске обычной наждачкой. Ну вот куда ж без подстав. Штифты были воткнуты в этот кронштейн. И я как-то не задумываясь начал его ставить. Когда они не полезли на их места, я все же задумался. Оказалось, что, видимо, при разборке они у меня выпали, и я их просто туда вставил. Но не той стороной, а штифты конические. Вот так вот. Остается немного подрегулировать все это. Раскидал малую продольную подачу. Так выглядят ее детали. Пока еще не помытом состоянии. И причина разборки была не только в том, что она грязная, а в том, что вот этот резцесодержатель, он вроде бы еще более-менее, за исключением болтов, некого колхозинга, видимо, заводского, ну и некоторых мелочей. Резцесодержатель установлен сюда с другого станка. Поведал мне об этом сам продавец, когда споткнулся, а то же самое, можно сказать. На его станке тоже резцесодержатель не подошел. Но он это все делал давно, я на это все дело подзабил. Ну а сейчас как бы нужно разбираться. Дело в том, что эта часть держится на штифтах, самой малопродольной, а резцесодержатель, естественно, меняли без нее. И теперь этот резцесодержатель стоит под неким углом относительно малой продольной. Ну, а также хотел показать фиксатор лимба. Это с поперечки. Вот в таком виде он был на станке. Как бы, ну, не знаю, токаря сами себя не уважают, что ли. Ну, сломали этот пластмассовый барашек. Именно такой был с завода, как на продольном, скорее всего. Ну, сделали бы хотя бы внешний вид нормальный. Вот что делает СОЖ при длительном простоe станка. На поверхности клина так вообще чистая ржавчина, довольно глубокая. Вот здесь. Регулировка клиньев на еже сделана несколько по-другому. Ну, предположим, что мы выбираем станок
И смотрим. Клин на месте, винт на месте. Все хорошо. А потом разбираем его. И видим, что от заезда патроном с обратной стороны шляпку винта оборвало. Вот так и устроена эта система. Клин поджимается не одним винтом через прорезь в клине, а двумя и с обоих сторон. Так точнее. Нет люфта между шляпкой винта и прорезью в клине. Но, тем не менее, вот этой оборванной шляпки это не отменяет. Ну, я уже исправил. Этот винт был еще и сильно загнут. К счастью, его не заклинило. В принципе, сейчас выкрутим. И нужно будет изготовить новый. Нет, я не бросил все дела и не кинулся шабрить все подряд. Просто при попытке примерки этой детали на место наблюдались отчетливые скрежеты, ну и чуть ли не даже похрустывания. Хотя на вид все нормально. Так что хотя бы минимальную проверку поверхностей нужно сделать, пока здесь не появились заметные борозды. Ну, я думаю, вы согласитесь, что это уж совсем никуда не годится. Теперь видно конкретно, где что задевало. Ну и также здесь. Конечно, в данном случае шабрить нужно вот эту поверхность поперечки по плите, а вот эту уже пришабривать. Но я отчетливо вижу следы задиров свежие вот здесь. Ну и множество полосок. И они не вывелись даже предварительно шорканья наждачкой. Поэтому поправлю так. В этой части задержки отсутствовал один из шариков, а два других довольно замученные. Поэтому были подобраны шарики от запаса бэушных подшипников и заменены. Эти шарики там подпружинены. Но, честно говоря, на данном этапе я даже не знаю, для чего они нужны. Весь содержатель в собранном виде я пока не видел. Каким образом он функционирует, я тоже не знаю. Так что будем просто собирать интуитивно. Сама растяжка здесь в относительно неплохом состоянии. Конечно, побита, покоцана, но немножко шлифанул. Где-то наждачкой, где-то вибрационной шлифовальной машинкой, где-то просто напильником. Как, например, вот эти углы забоины. Поправил обычным напильником. Деталь, если термоулучшена, ну, точнее, она точно должна быть термоулучшена, но не настолько значительно, чтобы ее не брал напильник. Напильник берет хорошо. Подрихтовал вот эту пластину. Она была вся изжеванная. Так и хочется поставить сюда какой-нибудь войлок. Но я не заметил, чтобы он где-то присутствовал. И как бы крепления, возможности крепления здесь тоже нет. По факту эта пластина больше является не чехлом, а собирателем стружки под рецедержкой. Ну, посмотрим в работе. Болты, кстати, установлены тоже какие попало. Я думаю, что судя по наличию вот таких забоин, они, скорее всего, даже не закалены. Просто выточили из того, что было под рукой. Причем выточены далеко не так, как должны быть. Нижняя часть уже расплющена. Где-то была фаска, где-то не было фаски. Где-то сделано положенное обнижение, но при этом сам болт не доделан. Ну, в общем, если будет свободное время, возможно, что я их вообще переделаю.
Конечно же, я поленился устанавливать на НГФ фрезу ради такого дела, поэтому пропилил обычной болгаркой, подровнял ножовкой. Думаю, сойдет. Пока ничего не мешает, решил еще и прогнать резьбу. Кстати говоря, что еще хотел показать из интересного. Вот это болт от ижа. Ну, может быть, немного не по стандарту выточен. Вот это болт от ТВшки, который я изготавливал когда-то сам. Это арматура закалена. То есть после 2 лет не особо активной работы, понятно, что в гаражной мастерской, ничего с ним не случилось. Ну, а эти болты все избитые. Ну, скорее всего, сырые просто. И не факт, что здесь 45-я сталь. Болты имеют единственную разницу в длине резьбы. А в целом подходит абсолютно тот же ключ. Ну и в общем-то они одинаковые. Но это болт от резцедержки ТВ-7. Еще немного из интересного. Это резец от моей ТВшки. И он не просто подходит сюда. Он является, в принципе, стандартной размерностью для ижа. Соответственно, все мои резцы и большинство оснастки с ТВшки можно использовать здесь. И это является одной из причин выбора все-таки ижа. Это во-первых. Ну а во-вторых, ТВшки именно 7-й модели, в данном случае 7М, когда я выбирал ТВшку. Так как инструмента для ижа на самом деле намного больше, чем нам предлагают для ТВшки, в 3 раза дороже.